пришла суббота, 20 мая. На улице ничего не изменилось. Наш мальчик прибежал. Тоже на выгрузку, походу. Слушайте, Делка на выгрузку. 8:30. Ждем, когда придут люди. Как продолжало лить, так и льет. Вон, наверное, Приволжье стоит тоже сюда. Мое железо вчерашнее. Вот это вот железо я вез. Вот это вот все вот лежало с краю. Потому у меня Иман шел так, с перекосом. И вот это тоже мое. Вот вчера пломбочку они мне повесили. Вот. Хорош мокнуть, пошли в кабину чай пить. Ждем, когда ребята придут на работу. Во сколько нас сегодня догрузят? Во сколько догрузят, во столько и поедем. Без вариантов. Без 15:03, братцы. Все. Наш мальчик там пустой, оказывается. Суську-то пришел. Давай, счастливо оставаться. Что под рампу ставят. Вроде обещают его тоже сегодня загрузить. Вот. Ну, а мы наконец-то дозагружены полностью. Можно шагать на читу. Так по весам смотрю, ну, 20-ки нету. Тон 19, может, примерно так. Может, даже 18. Что у меня? У меня на вторую, на ведущую 8,9 показывает. А на хвосте вообще 18,5. Тон 18 загружен. Может, как налегке пойдем. Я не знаю, куда сегодня. Куда-нибудь заедем. Ехать-то 1100 километров. Не знаю, доедем сегодня до Улан-Удэ, не доедем. Как будет ехаться. Может, до Ильинки до какой. Сейчас поедем на Култуке, там на перевале, в Моты заскочим, если там будет возможность стать. Надо пообедать. Через 70 метров поверните налево. В общем, день субботний, 20 мая. Двинули мы потихоньку. Больше суток. Правильно, пока выгрузили 2 загрузки. Если бы была одна загрузка, я думаю, вчера меня загрузили. Ну, в одном здесь у них. А так, в 2 местах. По-любому это все дело не быстрое. Все как всегда. Полная машина, сборняк. Чего там только нет. Поэтому, что там есть, я даже и не знаю. Груз загружен, пломба висит, накладную вписано. Сейчас только вот отсюда с бездорожья выберемся. Распогаживается потихоньку, распогаживается в славном городе Иркутске. Потеплело, дождь прекратился, видите, тучки кто-то разогнал руками. Весна возвращается. И уже лето должно прийти через 10 дней.
А здесь пока только весна возвращается. С Богом, покатили! Хороший тут вчера снежок-то шел. Смотрите, вот на первую гору залез. И здесь все в снегу на Култуке. Ну, обочины, я имею в виду, дорога-то мокрая. Здесь все растаяло. Сейчас плюс 10 здесь. Но по сторонам давало тут вчера прилично. Здесь зима совсем сдаваться не хочет. Прям упирается всеми 4 или сколько у нее там ног. Рогами, копытами, всем на свете. А вот там идет параллельная дорога. Скоро мы там будем ездить. Когда ее доделают. Очередной участок. Будет она вот так, право, лево. Тут еще только разрывают. Скоро совсем сравняют. Култук уже будет не Култук. Так, Култучок.
Шучу, конечно. Не обижались местные. Будем выезжать вот оттуда и ехать потом вот туда. И по итогу там, наверное, соединимся с той дорогой, с тем новым участком, который вот после мотов. Кстати, моты вот сейчас у нас уже внизу. Смотрим место, если есть где стать, станем. Уже почти 4, уже ужинать пора, еще не обедали. Вы превышаете допустимую скорость. Каторжанка. Название у реки такое, да? Интересно. Боюсь, что не получится, наверное. Или получится. Не, получится. Нет, не получится. Или получится. Нет, там какая-то хлыба вон лежит на его бане. Вон на следующий надо стать. Готовьтесь Ага. через 800 метров держаться правее. Правда, я не помню, в каком я кушал. В какой-нибудь спойдем. Кафе «Мандарин». Пойдем в «Мандарин». Машинки стоят маленькие, значит, нормально должно быть. Стоянка платная. Ого. Сколько тут машин там может стать? 2 машины. Все равно стоянка платная. Фига себе. Так-то, в общем-то, неплохо. Такая соляночка, ничего, хорошенькая. Только первого. Думаю, бухлеры. Все это у нас еще впереди. Соляночки можно и похлебать. Так, тут главное прицеп не укулить. Яма такая на выезде. Что с одной стороны, что со второй. Не, нормально. Все, следующая остановка. Сам поселок Култук. И городок. С Лехой вчера не получилось увидеться. Он вчера возвращался с Улан-Удэ. Красавчик опять воды оставил. Надо заехать забрать. Водичкой Байкал. Вот, ну честно, вот отличается. Вот пьешь. Вот обычно, вот у меня сейчас уже набрано, ну что это в этом набирал. В Березовском. Под Кемерово. И вот оставалось немножко этой Байкал воды. Блин, ну разница сразу чувствуется. Вот вроде бы вода простая, казалось бы. А чувствуется, что совсем 2 разные воды совершенно. Зачетная водичка, зачетная. И это не реклама. Это констатация факта. А что, они тут знак транспортный контроль поставили? Ага. Перед этим. Самым длинным, самым затяжным подъемом по новой дороге. Дождик какой-то опять. Не надо дождик. А хотя пускай. Хочет, пускай сыпется. ДПС работает. А что-то они тут грузовики остановили. Может это там кого-то парни обходили с горы? А, потому что в ту сторону смотрят.
нельзя. Две полосы в подъем, одна. А, это парень может просто остановиться. Да? На подъем. Подъем рассматривай. Здесь две вверх и одна вниз. Ну, а мелкие частенько шныряют. Те, кому надо быстрее. Полезли в гору. На выходе километров 40 будет. Почти 6,5 километров. 6,3 показывает знак подъем. Здесь нету снега. А вот на первой горе был. Чудные дела твои. Все, садимся. К концу хорошо присядем. О, а в конце подъема уже лежит снег. На самом верху. Видите, какая красота. Горы! Внизу жара, вверху снег лежит. Сейчас мы тут стоянку будем проезжать. Тимка прошлым рейсом смог, говорит, только вот доехать до этого места. Говорит, здесь ночевал. Как стоянка. А у нас дядька такой привередливый. Ему надо там все удобства, чтобы были на высшем уровне. А он вот здесь вот. Говорит, здесь смог. Все, что я, говорит, смог, это здесь, говорит, кое-как подняться. И дальше, говорит, не поехал. Потому что такой снегопад валил. Это было, когда он последний рейс, крайний рейс выходил. Через 10 метров поверните направо. Здесь все белым-бело. Где-то тут сейчас заборчик какой-то будет. Типа ограждения такого. И, говорит, здесь притулился, говорит, и все. До утра. Здесь, может, дальше. Ну, в общем, тогда под таким впечатлением он рассказывал, полтук брал. Всю зиму отъездил, а весной, говорит, прилип. Ну, не прилип, ну, просто не рискнул дальше ехать, потому что прилипнуть было шансов очень много. Переночевал, говорит, утром проснулся, все белым-бело. Обратно шторку зашторил. Еще, говорит, пару часов повалялся. Поехал, все, говорит, все разбито, все чисто, все красиво. Прошел без проблем дальше. Лучше 2 часа подождать, потом за час долететь. Смотрите, такое ощущение, что тут, может, даже и дорожники ездили. Ну, как-то так, похоже, что снег сгребали на обочину. Где-то мне казалось, это здесь. Сразу после этого большого подъема. Сейчас за поворотом посмотрим. Или на следующем подъеме. На этом точно получается, значит, на следующем. Не тот. Сейчас. Наверх заберемся здесь. Видите, тут огорожено, так все красиво, камушками. Так, говорит, возле стенки притулили.
свалился. Здесь не длинный вот этот подъемчик, но он крутой. А тут я залез 50 км в час. Не 20-ку ж тащу, все ж легче. Ману тащить. Сейчас вам расход зал с Иркутска 50 литров. 51 сейчас. О, падает уже 45, 44, 40, уже все пошло вниз. Видите, как садится в гору. Тяжко, тяжко. Чё? Я еще решил, на 9-ю решил перейти. Какие сугробы. Обалдеть. На 9-й будет тащить. Да, вот 600 метров паркинг. Тут он там стоял. Да ну его, говорит. Лучше здесь, говорит, на обочине, на паркинге типа, чем, говорит, посреди дороги. Мудрое решение было принято. Забыл сказать, вчера подъезжал Лехин племянник, но я как раз грузился, но даже поговорить и не было времени. Потому что я вот на первой загрузке грузился, там надо было увязываться, вот это вот. Вот здесь Димка стоял. Как раз напротив, говорит, красивого, говорит, этого ограждения. Вот. Подъезжал так, мы буквально пару слов перекинулись, как раз надо было эти окна увязывать. В общем, спасибо. Приятно было. Будет время в другой раз, подольше получится пообщаться. Тут снегом с ума сойти. Вот, а по-моему в Громотухе я в прошлый раз себе, когда возвращался, штраф словил. Я так, приложение скачал, штрафы посматривать. И здесь камера. Нет, не в Громотухе. Нет, не в Громотухе, в следующей деревне. И я точно помню, что я когда спускался, у меня за 70 было однозначно. Даже нет, не за 70, за 80. Знак же 60 там, населенный пункт. И потом раз смотрю, у меня штраф висит. А за Канск, что говорили, что там вот камеры повесили через город, типа. Не знаю, никакого штрафа нету. Да и Владимирские на Вольве они постоянно через город ездят. Уже бы давно сказали бы, что если бы оттуда стали штрафы прилетать. Да, это в другой была деревне. Сейчас мы проезжать будем. Там такой, с этой стороны тоже очень крутой спуск. Получается, оттуда крутой подъем. Как-то с горы там хотелось разогнаться, чтобы выйти. Ну и разогнался на 500 рублей.
здесь очень знатная гора. Вот она маленькая. Здесь прям на выходе вообще падаешь с 20-кой. И вот камера. Хотя, может быть, и не здесь. Ну, вот одна камера. Может, еще одна есть. Сейчас посмотрим. Вот. Получается, вот эта гора, потом следующая нет. Это вот эта вот гора. Самая такая, та чуть меньше. Да, и вон камера висит на столбе. Или нет? Нет. Значит, не здесь. Потому что ну, на той камере-то попасться там уже было бы нереально. Которая с той стороны. Нет, значит, не тут это было. Америка! А здесь вся лихо, здесь вся крутизна. 10 км в час спускается. Каких 10? 5 км в час спускается. Не знаю, я больше не встретил деревень, но я тоже так понял, что только 2 тут на Култуке. Может, не в деревне поймал. Ну, где-то в этом районе однозначно словил. Просто там смотрел по времени. И, ну, и число. Примерно прикинул, что где-то вот в это время я в этих краях, вот здесь где-то был. Поэтому, где я его поймал, стопроцентно не утверждать не буду. Ё-моё, Америка. Ну ты и собрал за собой, конечно. Совсем там тормозов нету. О! Байкал! Лед! Нету льда. Скрылся, да? Растаял, пока мы тут на Беларуси обратно ездили. Вот скажи мне, американец, Вы превышаете допустимую скорость. не прилетела здесь за сплошную линию. Может и прилетит. Че, дедушка, вскрылся, да? Полностью? Красавец. Все, видите. Байкал, лед нету. Тут если и поприлетает, то всем. Все обошли американцев. Все, кто ехали. Так что не так обидно будет. Миксер сюда загнал. В общем, Байкал у нас свободен от льда. Пора бы уже. Лето скоро. Товарищ сюда собрался. Николай Николаевич. Приехать. Отдохнуть, говорит. Я хоть в Байкале покупаюсь. Ну, если только в проруби. Судя по последней зиме.
Ну, не зиме, я имею в виду, а потому какие тут погоды стоят. Ну, уже не в проруби, уже так сможет залезть. Поехали, да. Водичку заберем. Дальше почапаем. Время-то уже. Время уже 6 вечера. А нет, 5. 5 часов. Вы превышаете допустимую скорость. Пять часов уже. Ну вот я, получается, я ехал. Здесь получилось вот 102 километра у меня от загрузки. И ехал я их по времени 2 часа 10 минут. Оба! Ох, какой боекомплект. Фу, чуть допер. Леха. Спасибо, тезка. Только это сразу с упаковки достать. Она у него в палетнике лежала. И чуть-чуть грязноватенько. Обалдеть вода. Просто обалдеть. Никогда не думал, что так буду хвалить простую воду. Факт. Фух. Все. Теперь можно продолжать наш путь. Ну вот же тоже так интересно, да? Вот на реках лед, понятно, он там тает, ломается, потом вниз по течению, там плывет, тоже тает. А на Байкале-то он же никуда не плывет. То есть он весь раз был такой здоровенный, а тут раз моментом и все растаяло. Тоже так интересно. Следующей зимой опять замерзнет. Без вариантов. Могу поспорить. Есть желающие. Вы превышаете допустимую скорость. Все, я тут опять превышаю где. Так, Улан-Удэ 337. Ну да, Ильинки где-то километров 260. Сейчас начинается. О, на ту горку мы сейчас вскарабкаемся. Вверх-вниз, право-лево. Там потом ремонты в Бурятии. Во сколько мы в ту Ильинку приедем? Сложно сказать. А может я тут где-нибудь на камеру попал какой-нибудь, черт тебя знает. Ну, факт налицо. 16 апреля это было. Смотрится эпично, конечно. Вопросов нет. Я не про подъем, я про дедушку Байкал. Подъем тоже хороший. Ниже 40. Присел.
самых вершинах гор. Тут на вершинах перевала. Потому что высоко в горах. Здесь пониже, и здесь все. В этом плане сухо. О, пока полчаса стоял, вот где американец. Как-то его успеть бы обогнать тут на подъеме-то, а? Наверное, успеет. Потому что он ни туда не едет, ни оттуда. Ни с горы, ни в гору. Вообще будет чуть ползти. Так, лапок накидали, тут непонятно, ли это остаток предыдущего асфальта. Что тут непонятно, то ли асфальт, то ли гравейка, что-то среднее между ними. Не, ну асфальт, конечно, такой вот. Стрёмненький. За мной легковая уцепилась, не обгоняет. Ай-яй-яй-яй, все полетело. Ой, кошмар. Тут же две полосы в гору, что ты не обгоняешься? Едь вперед! Ну, видите, американцев уже и не видно даже. Нифига не хочет обгонять что-то. Сзади там. Странный какой-то. А нет, не весь еще вскрылся. Вот здесь, смотрите, у берега вода, а дальше еще лед. Сюда ближе к Бурятии. А там, походу, еще впереди, так и у берега, возможно, даже лед. Не, вода. У берега уже вода. Показалось. Вот так вот метров, сколько тут, 200-300 от берега, и все, там еще весь во льду. Тоже так интересно, да, получается. Уже назад вернемся, наверное, и там туда не будет. Сейчас, пока мы тут на Читу скатаемся, потом в Китай какой-нибудь. Понятия не имею потом, куда поедем. Еще пока данных нет никакой. Информации не получал. Но процесс идет. Освобождение из-под льда. Ну, даже вон льдинки плавают, отрываются там. Интересно так.
грузинки ближе. Там теплее, наверное, получается в этой Слюдянке, там вот в Култуке. А здесь он, ну, во-первых, тут дорога совсем куда-то убежала. Вот такого не было. А там вот дальше, да, еще лед. Вот буквально сколько тут? Метров 300, и все, и там лед еще прямо у берега стоит. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Тоже зрелище красивое. Тут надо не на зрелище смотреть, а на дорогу. Какую яму не поймать симпатичную. Ненароком. Елки-палки, что я такого не припомню. Еще ж Бурятия не началась. Мы же еще в Бурятию не заехали. Уже и в Иркутской области дорога кончилась. Фига себе. Не было такого. Тут уже просто срезали его. Не припомню, что мы тут по прошлым рейсам гравейки ехали по Иркутской области. Факт налицо. Тоже тонет. Ну, так и что, местность такая же, как и там. Вот новый асфальт ложить или укладывать. Вот в Бурятии уже вот, где тут дороги не было, уже новый асфальт. Правда, что-то как-то глянешь на него, такое подозрение, что тут часто ненадолго. Вот здесь жом трещина пошла, вот еще трещина. Тут какой-то это, может, какой-то временный. Главное, что новый, потом раз кусок. Ну, здесь-то мостик, понятно. А так просто, вот что-то тут как будто какие-то трубы, может, прокладывали. И раз там вообще нет ничего. Ну, как-то он совсем, вот посмотришь, что тоненький-тоненький. Толстый слой шоколада. Вот, ненадежный, так вот, с виду. Я, конечно, не знаю. Дай бог, что ошибался, но как-то выглядит он ненадолго. Посмотрим. Ну, болото какое, а? Топь, все, пошел туда и пропал. Навеки вечные. С другой стороны, а что туда ходить? Сейчас, наверное, уже закончится асфальт. Судя по тому, что здесь с левой стороны, видите, как глины мерено-немерено. Сейчас у нас асфальт тоже закончится. Новый.
как сказали, это совсем другая организация. Насколько, ну, как мне говорили, что ты едешь асфальт новый, да, мост ушатанный. А мосты это типа к этим не относятся. Да? Другая контора должна обслуживать. Правда, неправда, не знаю. Выпрямшайте допустимую скорость. Все, начинается счастье. Судя по всему, да. Понеслась. Душа в рай, а ноги в милицию. Хоть бы лыжники закатали, и то уже прогресс. Осталось только сверху асфальтом все укатать. Пока не соберутся укатывать, уж опять все разобьют. Такое может быть. Будем скрестись потихонечку. Ой-ой-ой. На мостике вообще красота. А здесь это все сохнуть будет. Болото. До осени. А осенью просто замерзнет по новой. Ну, тут уже вот видно, что укладывается хороший слой. Наверное, там это временный был. Просто закатали гравийку. Здесь уже вот один, второй, третий походу. Посерьезнее работа идет. И потом оп, ручей. Перевалились потихонечку и дальше. Так и живем. А там вон тепло идет, смотрите. Надвигается на эти края. Прям вот подгребает. Скоро здесь тоже Ташкент начнется. Как тут ехать. И где? Надо там поехать, наверное, лучше. Едь! Тебя ж пропускаем. Как-то получше, вроде бы. Хотя получше это сложно назвать. Что тут, что там. Один хрен. Что слева, что справа. По центру.
безобразие закончится. Не знаю, где ехать. Там, где тут. Везде беда, везде катастрофа. Ой, с правой стороны там вообще жесть. Пропустить под собой. Ман, извини. Не виноватая я. Что тут такое автобан? А в Бабушкине наоборот. Где-то там он вдалеке. Уже вода свободная, а возле берега еще непонятно что. То ли лед, то ли не лед. Я что-то не пойму. Там заход солнца. Что там у нас запад? Как-то непонятно. А мы тогда куда едем? А, ну да, в принципе. Мы же сейчас Байкал объезжаем. Да, все верно. Видите, по идее, как бы там должно быть это север. Мы как бы идем на восток. А получается, ну вы просто видите, как вот так вот. Оп. В общем, мы сейчас, получается, идем. Куда мы идем? У нас сейчас восток справа. На юг идем. Нет, на север. Да. Север, юг, запад, восток. Нет, на юг. Север, север, юг. Запад, восток. Нет, запад, восток. Короче. На север идем, все верно. Запад слева. Сейчас мы раз уйдем направо и все, и пойдем на восток. Вон, видите? Тут еще вообще. А тут вообще он полностью. Не, ну там вдалеке видно, что там уже черненькая это вода. А здесь еще, конечно, на лед уже, естественно, не выйдешь. Ну, в общем, все, говорим Байкалу опять. Очередное до свидания. Бабушкин прошли. Сейчас мы тут еще немножко вдоль него и действительно свалим на восток. Дальше. Время уже, правда, многовато. Что-то без 15:09. Но эти ремонты отняли много времени. Где это бездорожье? А до Ильинки еще, наверное, километров 120. Так, примерно. И там это все было вообще хорошо. Тут мы вообще в какой-то писец приехали. Что-то совсем все
куда-то утонула. Сюда. Уже ближе к Кабанску. Какой ужас. Это просто страшно смотреть, не то что поэтому ехать. Просто жесть. С каждым разом едешь, и с каждым разом тут что-то все веселее и веселее. Вот лужа впереди. Что там внизу этой лужи, понятия не имею. Кошмар. Хорошо, что не на низкорамнике, ни на каком. Представляю, тут весело на таких машинах, на тралах тоже. Обалдеть, что делается. Маленькие тоже еле крадутся. Можно все, что хочешь, оторвать. Ой. Какой кошмар. Это все? Последний прикол? Хотя бы сегодня. Очень хочется в это верить. Что, места есть в Ильинке? Если есть, то все мандрики, все такое оставим уже на завтра. Если есть куда стать. Вроде вторым рядом еще можно стать. Или проложить. На следующем повороте поверните направо. Вот там потом выезжать людям не очень хорошо с крайнего ряда. 20 минут 11. Хорош. Завтра сходим сюда в душ. Скупаемся. Или проложить. Мне кажется, вот здесь вот можно еще возле этого рефа, наверное, поставить. Почему нет? Еще проезд будет. Который вот с края стоял. Будет тут еще проезд. Еще туда вторым рядом-то щемится. Сюда вот станем, все. Поверните налево.
проблем, можно проехать будет вокруг меня.